Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Денис Неведомский на связи прямо сейчас, адвокат и политик. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Добрый день, друзья. Начать наш разговор я хочу с ощущения революционной ситуации. Есть ли оно? Насколько мы сейчас близки к кардинальным переменам в украинской политике? То, как в хвост и в гриву и в хвост проходятся по украинским элитам Запад, да, западная пресса, то, что начинают обсуждать в условиях войны, становится, прям диковинка какая-то. Тут, оказывается, 4-й год войны, а в Козине Чернышов, Ермак, Миндич и Зеленский строят себе дворцы. Тут оказывается, что гайки закручиваются и там, скажем так, законы принимаются, распилы проходят. Зеленский попытался наехать на антикоррупционные органы, которые имеют компромат на высшее политическое руководство, а теперь откатывает назад, народ ропчет. Действительно ли все может, вылиться в переворот в этой элите? Что вы думаете по этому поводу? И есть ли ощущение неизбежного краха той системы, которая держалась на войне, а война-то не закончилась? Безусловно, когда создается вертикаль жесткая в авторитарном государстве, то лидер должен быть непогрешим, граждане должны чувствовать твердую руку и какую-то уверенность этот лидер должен демонстрировать. На сегодняшний момент действительно начали создаваться предпосылки для замены власти Зеленского. Причем они будут эффективны, когда, скажем так, сойдется в одной точке несколько факторов. Эти факторы начинают сходиться. По моему мнению, здесь ближе к дворцовому перевороту. Скажем так, за дворцовыми переворотами всегда следуют народные бунты. Так что это, скажем так, не панацея для окружения Зеленского, что они его поменяют, и ситуация кардинально для них изменится. То есть они смогут избежать личного краха. Такая ситуация напоминает мне ситуацию в марте-апреле 1945 года в Германии, когда тоже были сильные очень сепаратистские настроения у нацистской элиты. Они думали, что, поменяв Гитлера, они смогут еще спасти ситуацию себя лично и спасти свою идеологию и свое нацистское государство. Как мы видим, ничего не получилось. В этой ситуации прошла информация о том, что там в Альпах была некая встреча. Если вы там обратили внимание, там Буданов, Залужный и Ермак, которые пытаются придумать, скажем так, новую модель управления Украиной без Зеленского. Успех она будет иметь такой же, как и имели немецкие сепаратисты весной 1945 года. Более того, у этих людей нету абсолютно идеи, которая бы могла людей объединить вокруг них. У них нет стратегии выхода из кризиса. То, что сейчас пытаются там везде, где можно и где нельзя, Ми-6 пиарить Залужного, я думаю, что несмотря на, скажем, дремучесть украинского общества, люди все равно понемножку начинают понимать. Особенно если вы обратили внимание на эти 10 посланий или 10 пунктов Залужного. О чем он говорит? Он говорит о том, что я буду такой же, как Зеленский, только в форме. Копать от меня и до следующего дуба. Ваши дети будут с детьми, ваши дети будут в форме с малочком. И нас ждет впереди там долгая война с небратним народом. То есть, по большому счету, он говорит вещи, которые говорит нам и Зеленский. Только еще в более жестком виде и с учетом того, что он военный. Там мышление вообще туннельное.
Да, может быть, этого товарища согласовали там Ми-6, согласовали там, скажем, ЕС даже возможно. Но дело в том, что без одобрения России этот кандидат не пройдет. Задача главная будет у нового кандидата закончить войну. Закончить войну с теми лозунгами, которые он, да не он, я думаю, он озвучил, а написали за него, невозможно. А зачем менять одного Зеленского на другого Зеленского, только в форме? Поэтому то, что пытается элита сделать дворцовый переворот, это неудивительно. Я не знаю, насколько эта информация правдивая, но в логику событий она укладывается об этой тайной встрече. Зеленский уже токсичен для всего мира. Нету сейчас у него железного союзника, который мог бы его поддержать, имел бы выживать политически. Поэтому элиты, естественно, стараются, элиты, созданные этим же Зеленским, пытаются теперь каким-то образом вести сепаратные переговоры и, скажем так, сделать триумвират какой-то, и таким образом продолжать управлять Украиной. Все хорошо, только война с Россией не закончилась. И Россия вряд ли этот вариант одобрит. Даже если заручаться согласием России, потому что Залужный, как, скажем так, самый, скажем, рейтинговый из них кандидат, он человек зависимый. В сложные ситуации, сложных выборах, когда перед ним ставили сложные выборы, он всегда шел наипростейшим для себя лично путем. Человек, который был главнокомандующим, его отправили в отставку, он быстренько списался по ВЛК и отправился в теплое место в Лондон снимать себя красивого с женой на селфи и оттуда рассылать полкам указания умирать на фронте до победы, а женщинам грудью закрывать Европу. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек не самостоятельный, человек не имеет внутреннего стержня, который позволил бы вытащить ему страну. Он же берет страну не в 2012 году, когда все было прекрасно, когда работала экономика, когда работали институты общественные, государственные. И когда, скажем так, было безопасно все. Нет, он сейчас приходит в однозначном жесточайшем кризисе, где страна находится одной ногой уже в могиле. Для того, чтобы вытащить страну из могилы, ты должен быть не просто медийно-харизматичным, ты внутри должен обладать таким стержнем и понимать, что твои даже непопулярные решения, что ты готов свою собственную авторитет и репутацию, вот как Данка, сердце вырвать и в этой ситуации осветить людям путь. То есть ты должен быть готов даже к политическому самоубийству для того, чтобы через 100 лет потомки оценили, какой это был лидер и какой это был человек, который не побоялся рискнуть своей репутацией, тщательно с биографией, тщательно отобранной, тщательно вычищенной, но для того, чтобы принести своей стране, своему народу помощь реальную и освободить его от страданий. Только такой человек на сегодняшний момент, придя к власти, сможет кардинально изменить ситуацию. В Залужном я этого человека не вижу. Так его в принципе нет, Денис. Мы не знаем еще о том, есть он или нет. Потому что настолько жестко было вычищено при помощи наших, в кавычках, цивилизованных западных партнеров политическое поле, настолько была сильна пропаганда и дискредитация этих людей, поддержанная демократической прессой, то есть исключительно комплиментарные высказывания были в отношении власти Зеленского до последнего эпизода, связанного с антикоррупционными органами. Когда наступили им уже на живое. Вот тогда они уже взвизгнули. И стали писать то, что есть на самом деле. Вот. Но мы не знаем еще. Наверняка есть люди, которые имеют свою стратегию, имеют свой план. Просто сегодня ты этот план озвучишь, а завтра за тобой придут. И вот по мере того, как будет эта вертикаль ослабляться, когда штурвал уже не так будет твердо в маленьких ладошках держаться, вот тогда начнут появляться предпосылки для вот этой самой революционной ситуации. И когда они сойдутся в одной точке,
тогда и произойдет изменение. Сегодня такая фраза прозвучала у одного из народных депутатов, Мазураш. Он, понятное дело, говорил о другом, о фронте, в общем, о СЗЧ. Ну, это тема, да, солдатская такая. ВСУ настолько истощены, что смерть воспринимается как облегчение. Вы употребили, ну, такую фразу, что страна одной ногой в могиле. Так, может, двумя уже пора, и будет облегчение? Перебрасывая мостик от условно там частного мнения, частного случая, конкретной ситуации и ну, характеристики, которые дает, ну извините, политик, называется политики, которых мы заслужили, да, вот политик дает в отношении вот этой истории. Накладывается ли это более общо на, скажем так, на ситуацию? Просто политик правящей коалиции, который непосредственно влияет на то, что он говорит, и то, что вы говорите, на самом деле это происходит. И тот государственный политический проект, который на сегодня момент создан в Украине, спасти его невозможно. Более того, не нужно. Он приходит к своему логическому завершению. То есть, когда ты потерял полностью суверенитет, когда между собой воюют жаба и гадюка, эти антикоррупционные, скажем, активисты, которых вывели западные партнеры и срежиссировали, а с другой стороны кланово-олигархическое правление авторитарное, которое страну загнало в войну, то где здесь здравые силы, где здесь народ, где здесь интересы гражданина и общества? Безусловно, то, как они управляли страной, оно привело их к финалу, к закономерному финалу. Да, утащила с собой сотни тысяч жизней. Но история тетка, которая учит исключительно крови. Не кровавые уроки никогда не идут впрок. И история сейчас Украина очень жестко учит. Жестче, чем учила в 17-м году прошлого века. Жестче, чем была при руинах. Больше людей, больше ресурсов и больше смертей. Каждый раз, когда история отправляет Украину на новый штрафной круг, этот круг становится еще больше. И еще больше, скажем так, потери нация несет. Действительно, нету выхода из этой ситуации, который смог бы спасти государство в том виде, в котором оно есть. Ни мобилизация с 18 лет, ни поменять Зеленского на Залужного, ни пресловутые 4 миллиарда помощи Евросоюза, которые они после подписания с Америкой, еще не факт, что они дойдут до Украины. Особенно ситуация с антикоррупционными органами. На сегодняшний момент проект пришел просто к своему логическому, идеологическому завершению. И та сила, скажем, может быть, та личность или группа личностей, которые придут с новой идеей, которая будет кардинально отличаться от того, что озвучивает Зеленский и в своих 10 тезисах озвучил Залужный, она будет иметь оглушительный успех. Потому что предпосылки для появления такой силы уже созданы. Денис, если мы попробуем очертить выход из войны, ну вот попробуем. Сейчас у всех на устах вот эта история там с голосованием, а проголосуют, не проголосуют. И ну, многие, как бы анализируя происходящее, в общем, делают упор, что будет 31 июля, да, вот это голосование, некая точка отсчета, да, и вот будет понятно, да, что будет дальше с Зеленским, с властью, переформатом, усидит, устоит. Ну, когда Зеленский появляется на заводе дронов без Ермака на официальном видео, фото, все четко уже понимают, что будут какие-то перестановки. Есть отдельные горячие головы, которые говорят, что да, в принципе, Ермаком можно пожертвовать, что нет. Да, ну, там, он уходит в тень, и все. Ну, вот как Шефир же ушел, и вот и Ермак уйдет.
То есть поменяют, переставят, как-то попытаются это все космически залатать. Но мне кажется, весь этот анализ имеет одну принципиально важную ошибку. Это война. И ее итоги, и конструкт выхода из войны. Потому что, давайте, тут, как вы о Залужном высказались, давайте быть откровенным. Любые вот эти перетрубации, вот эта вся вот эта перестановки, влияний, отношений там с условным сюзереном на Западе, это все не для того, чтобы война закончилась. Вот этот вывод мало кто понимает. Вот, допустим, протесты, которые там неделю шатают, да, это не для того, чтобы война закончилась. Залужный, это не для того, чтобы... То есть это не для того. И тут Трамп выходит, говорит, 10 дней тебе Россия, а потом как введу санкции. Я, правда, не знаю, сработает или нет, но введу. Оплошность политического заявления на таком уровне Трампа колоссальная. Ну, потому что колоссальная. Я помню, там, в подростковом возрасте и так далее, там, в школе, там, все говорят, был такой, любила там учительница у меня говорить, молчи, хоть за умного сойдешь. Ну, ее любимое выражение. Да, когда там на уроках что-то обсуждали. А это и есть, так, ты хоть молчи, за умного сойдешь. А Трамп уже не молчит, он как бы шашки наголо и как бы своими дедлайнами размахивает. Так, сакраментальная фраза из песни Слепакова «Что будет, если нет?». То есть мы понимаем, что конструкции выхода из войны нам не предлагает. Но если идет повторение 2017 года, ну только кровавее и жестче, ну какую параллель вы провели историческую, то хоть и неприятный, но этот выход все-таки есть. Какой? Ну, нам никто ничего не предлагает. Нас будут поставят перед фактом. Предлагают они России. И общаются они с Россией. И, скажем так, санкции экономический такой инструмент, который всегда обоюдоострый. Вводя санкции против кого-то, ты вводишь их автоматически против себя. Трамп, который привык и позиционирует себя как, скажем, разрешитель конфликтов, у него получилось в нескольких. И плюс еще, скажем, такой разгром ЕС при при новом соглашении торгово-экономическом. Он, возможно, там Трампу придал размах крыльев. То есть он фактически победил главного на сегодняшний день американского торгового противника, Европейский Союз. Эту историю начал Байден, который довел европейскую экономику до стагнации. А теперь красиво завершил Трамп, когда дал им возможность перевозить свои, скажем так, крупнейшие производства в Соединенные Штаты. Для того, чтобы экономика США стала еще больше. Чтобы деньги крутились непосредственно в экономике США. Эта задача абсолютно достигнута. Задача номер 2 у Трампа – это, скажем так, рассоединить страны, рассорить, растянуть страны глобального юга. Бразилию, Китай, прежде всего, Индию, Россию. И поэтому, вот как, например, я думаю, что первой целью у него будет выдернуть при помощи этих угроз Индию оттуда. Потому что Китай выдернуть не получится, потому что Китай уже высказался жестко и достаточно однозначно по этому поводу. Зеркально, как высказались лидеры ЕС в отношении невозможности поражения Украины на поле боя, потому что завтра Путин придет к ним. Точно так же зеркально сказал министр иностранных дел Китая, что мы не позволим поражения России на поле боя, потому что завтра Вашингтон придет к ним. Они это однозначно и четко понимают. Трамп надеется играть на неких разногласиях между Индией и Китаем, чтобы там, дать какие-то преференции Индии, не дать, прежде всего, не ввести торговые пошлины в отношении Индии.
и таким образом выдернуть Индию из, скажем так, коалиции глобального юга. Вот его цель, вот его задача. И эти угрозы направлены прежде всего туда. Слушатели, конечно, в Соединенных Штатах, где он победитель и все его боятся. Плюс это к странам, обращается к странам глобального юга. Ну и, соответственно, союзники тоже должны видеть, что они не на Мякине их провели, а они поддались такому давлению, которому никто не может противостоять. Вот такая большая геополитическая, экономическая стратегия Трампа. В реальность введения пошлин я не верю. Потому что это запускает очень сложные как политические, так и экономические процессы. Налаживающийся диалог между глобальным югом, Соединенными Штатами, ну и Россией, в первую очередь, как представителя глобального юга, он рассыпется. А те договоренности, которые достигнуты и выполняются, они будут нивелированы. Кроме того, Трамп сам себя загонит на минное поле Байдена, куда его очень усиленно заталкивают демократы. МАГА, которая является основой и фундаментом политической доктрины Трампа, Америка прежде всего, очень запытаются, и это скажется негативно на экономике США прежде всего. Налогоплательщики, которые выбрали Трампа для того, чтобы он снизил налоги, будут вынуждены платить их больше. Задача Трампа была, чтобы экономика США выросла настолько, чтобы, не теряя финансовых ресурсов, дать возможность налогоплательщикам платить меньше. Дать возможность и для надувания экономического пузыря там, с кредитами, со всеми этими делами. Если только будут введены такие вторичные санкции в отношении крупнейших торговых партнеров США, таких как Китай и Индия, то, соответственно, это ударит по карману американских налогоплательщиков. Более того, в политическом плане, находясь на минном поле Байдена, Трамп дает демократам возможность повысить собственные рейтинги, которые, я напомню, сейчас самые низкие в истории Демократической партии США. А таким образом демократы смогут сказать о том, что вот смотрите, Трамп же делает то же самое, что делал Байден. Во-первых, он не придерживается своего слова. Он обещал одно, делает другое. Во-вторых, оказывается, Байден-то был молодец, раз Трамп делает то же самое. У него выбора не было. Он шел, исходя из реалий. А Трамп популистически говорил о том, что я все поменяю. А как оказался на месте Байдена, так и стал вторым Байденом. Я думаю, что очень хорошо это понимает и Трамп. Особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, где демократы очень сильно надеются ним хоть немного отыграться. Но та ситуация, которая сейчас у них электоральная складывается, она не дает ему возможности. Поэтому это их игра загнать Трампа на минное поле Байдена. Байденизировать Трампа. Поэтому я думаю, что он эти риски очень хорошо понимает. И, как говорится, говорить это не мешки ворочать. Стратегия его останется прежней. Конечно, ему не нравится, ему неприятно, что он не знает, каким образом выйти красиво из украинско-российского конфликта. Вопрос-то в том, что он позиционирует себя как победитель и разрешитель всех конфликтов. А на Россию это не работает. То, что работало на другие страны. И, конечно, для него тут, скажем, двойная вилка получается. Он рискует не решить этот конфликт вопреки своим обещаниям. И, с другой стороны, он рискует, эскалируя вот этот конфликт, оказаться на минном поле Байдена и потерпеть еще более оглушительное поражение. Поэтому я повторюсь, я не вижу предпосылок для того, чтобы Трамп выполнил свою угрозу о введении стопроцентных пошлин, вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти. Но хорошо, давайте тогда чертим выход из войны. Поймем, насколько это возможно. Там мы обсудили с вами возможные вот эти там перестановки, ну, турбулентность внутриполитическую, да, вот этот закон там
завтра. Будут голосовать, не будут, проголосуют, не проголосуют. Я просто пытаюсь нащупать, а где ключ от условно exit strategy, да, вот это, ну, стратегии выхода. Он где сейчас? Вот помните, вот только Трамп пришел, и там сейчас было модно мяч на стороне России или там мяч на стороне Америки. Так а на чьей стороне сейчас мяч? Такое ощущение, что его, играя в футбол, как бы буцнули, и он улетел далеко, и сейчас они просто сидят друг на друга пальцем тычат, кто пойдет. Да, тот, кто ударил, или тот, кто там, кто сейчас будет им владеть, тот должен сходить. Ну, то есть обычная дворовая ситуация. Какой выход из войны вот сейчас наиболее вероятен, как вам кажется? За мячом пойдет тот, кому он больше всего нужен. А нужен он больше всего украинскому народу. И вот тот ключ пресловутый, о котором вы говорите, он находится в Украине. Создаются внешние предпосылки для изменения власти. Но толчок и главной, скажем, главной движущей силой будет народ Украины и некий лидер, который придет совершенно новое дело. Конечно, бы хотелось, чтобы это было максимально как Зеленского, когда в 2019 году он просто так сделали замеры, чего хотят люди, чего хочет народ, и просто записали это в программу Зеленского. Дали ему короткие месседжи озвучить. Да, месседжи очень простые. Мир, безопасность, благополучие, отсутствие коррупции, новый социальный договор. То есть не такие сложные вещи, которые не нужно понимать. В итоге он, конечно, сделал все наоборот, и мы имеем то, что имеем. То есть он привел страну, даже не страну, государство. Государство в таком идеологическом состоянии, которое оно существует как проект антироссии. Он привел его к своему логическому завершению. На тот момент, на момент появления Зеленского как политической фигуры, Порошенко чувствовал себя сверхуверен. Он себе подобрал уже там в оппоненты Бойко, Тимошенко, кого он там легко победит. Но появился чертик из табакерки с идеями, грамотно отобранными для политической программы, которые отзывались в сердцах и умах людей, украинцев. И очень быстро все произошло. Такое оглушительное поражение Порошенко и приход к власти кота в мешке. Поэтому очень просто и очень быстро все произойдет, когда выйдет человек, которому люди поверят. Предпосылки для этого уже созданы. И то, что Зеленский оказался на очень скользком политическом ландшафте, этому будет очень способствовать. То, что его подставили, а я думаю, его подставили американцы с темой антикоррупционных органов, пообещав ему им как минимум нейтралитет, а на самом деле там кивнув гривой, что мы не против. Если ты эти структуры уберешь, это демократические структуры, они нам не интересны, мы их не контролируем, занимайтесь. И он повелся на это. Они грохнули этот самый антикоррупционный орган, чем рассорились с Европой. С глобалистами, для которых эти структуры важны, эти структуры ими создавались, ими финансировались, ими контролировались. Вместе с администрацией Байдена, конечно. Администрации Байдена уже нет, поэтому все наследство перешло в глобалистской Европе. И рассорив таким образом Европу с Зеленским, фактически Трамп сделал очень такой длинный пас через все поле, которое неминуемо приведет к голу. Нет союзников, нет поддержки, ни медийной, которая раньше всегда исключительно европейская пресса в комплиментарных тонах отзывалась о Зеленском и о власти Украины. Они не видели проявлений диктатуры, авторитаризма. Они видели исключительно выполнение каких-то мифических реформ и улучшение жизни в Украине. Такое впечатление, что они жили совершенно в другой реальности. Хотя знали, что происходит на самом деле. Как про само суда. Это сукин сын, но это наш сукин сын.
Поэтому о нем исключительно комплиментно. А сейчас, когда Зеленский наступил на самое больное, то есть они это сочли предательством. Они это сочли предательством. То есть они знали отношение Трампа к этим структурам, они предупреждали Зеленского, что наша поддержка будет только в том случае, если эти органы будут неприкосновенны, и дальше дадут возможность неформального управления Украиной. Но он пошел на это. Они это сочли за предательство, и поэтому вся пресса совершенно сделала разворот на 180 градусов, европейская, как британская, так и европейская, и начали писать просто правду. Ничего не придумывая, не приукрашивая, просто правду. То, что раньше было под запретом, так называемое стратегическое молчание. Теперь это стратегическое молчание прекратилось. Поэтому они вывели свою клиентелу с картонками, там, придумали новую картонную революцию в Украине. Хотя это, как и Майдан 2014 года, четко срежиссированная тема. Просто тогда олигархи, которым принадлежали практически все медиа, они поддержали Майдан своими ресурсами, своими финансами, и это дало такой эффект. Сейчас не даст. Эта картонная революция, она не иной протест, совершенно при других условиях, совершенно другими силами инициирован и совершенно другой идеологией. Денис, Идеологический, идеологический проект Украина как антироссия пришел к своему логическому завершению. Вы говорите о том, что вот каким образом поменяется, где вот ключ к миру. Ключ к миру, к полному переформатированию идеологического проекта. Мы сейчас больше говорили об инструментах изменения власти. Но фундаментом изменения власти и основой для прекращения войны и, скажем, новой геополитической безопасности будет изменение идеологического проекта. Пока Украина существует в идеологическом проекте антироссии, война не закончится никогда. Война в глобальном смысле не закончится никогда. Пока будет существовать проект, который призван быть вилкой в боку России, под боком России, война не закончится. И люди прекрасно уже это понимают. Когда будет произведена смена власти, но не чисто по персоналиям, там, вместо «З» будет «За». Или «Бу». Кто там, или «Ер». Кто там из них решится там, на эту самоубийственную замену. Если не будет новой идеологии, если не будет четкой стратегии, не будет четкого целеполагания, то война будет всегда. На этой территории война будет всегда, кто бы к власти не пришел. Если человек не придет с новой идеей. А рамки этой идеи, направления, контуры этой идеи уже наметились. Нам необходима общая с Россией идеологическая структура безопасности. Когда это устроит и Россию, и Украину, и все остальные страны, которым тоже не то, что эта война надоела, они понимают, что это такой нарыв, который рано или поздно перерастет в сепсис для всей Европы, а может и всего мира. сегодня новый премьер-министр украинский Свириденко, в общем, сообщил кабинет министров, что, в общем, без ведома женщин с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут брать на воинский учет. Причем без ведома, без присутствия, без ничего. Вчера Зеленский говорит, надо расширить категорию 18-24, чтобы вот эти условно, они же дети, чтобы они помогали войску и приходили в армию и дронами управляли. То есть, вот такой был посыл. Зеленский на финальном этапе вот этого
проекта государственности как антироссии или строящегося на проектности антироссии, он же может достаточно много еще дров наломать в контексте людей, которых в еще больших товарных количествах будут гнать на войну. Ну и, в общем, погибать, заставлять погибать за вот этот сегодня существующий как бы проект. Я в каком смысле хочу, чтобы ну, вот мы развернули нашу беседу, в какую сторону? В сторону того, что может противопоставить народ и люди, да, вот этим кочкам, по которым сейчас несется с бешеной скоростью телега режима Зеленского. Можно противопоставить ударом в нос военкому и 3 годами тюрьмы. Сегодня опубликовали там материалы суда. Ну, человек просто ударил в нос ТЦКшника, сломал ему нос, и его приговорили. И вы знаете, вот это обсуждение такое замечательное у украинцев, вот этого всего, говорят, слушайте, ну молодец, лучше в тюрьме посидеть, да, чем там на войну пойти. Но наказание вообще несоразмерное. Это абсолютная новая реальность. Ничего общего не имеющая вообще даже не то, что там с демократией, не демократией, вообще с государством. Это, ну, как бы глобально концлагерь с там кухней, там, да, вот этими котельной, с надсмотрщиками, ну и там администрацией. Что может украинский народ и какие сюрпризы выкинет на этой финальной стадии Зеленский и его режим? В любом случае, это свидетельствует о том, что конец близок, что создаются предпосылки с разных сторон, как внешние, так и внутренние. Усиление вот этого внутреннего противостояния, а 18-24 это тот, скажем так, тот фактор, который будет решающий. То есть даже те условно упоротые, которые там в основном, к сожалению, женщины высказываются там в доверии Зеленскому, когда их собственных детей начнут мобилизовывать, поменяют резко свое отношение. Потому что одно дело отправлять на фронт кого-то за какие-то идеалы, а другое отправить собственного ребенка, который для мамы всегда будет маленьким ребенком, несмотря на то, что ему стукнуло 18. И когда начнутся похороны, вот тогда произойдет социальный взрыв. Я думаю, что Зеленский это тоже понимает и риски эти соотносит. Поэтому я не думаю, что прямо вот они резко возьмут эти вот 18-24. Я думаю, они будут постепенно снижать просто возраст. Сейчас 25 будет, 24, 23, 22. То есть будут потихоньку эту ситуацию вводить, потому что сразу введение мобилизации 18-24 уже машина государственная настолько раздолбанная на тех кочках, о которых вы сказали, что она уже не выдержит вот этого кейса. Как только будет 18-24, видите, они аккуратно. Вот женщин на учет поставить медиков, потом не медиков поставят на учет. Будут постараться делать это постепенно. Это все как бы можно было считать стратегией более-менее грамотной, если бы это было в других условиях. На сегодняшний момент созданы условия, прежде всего внешние, что Зеленский становится токсичным, его не будут поддерживать. Не будет это комплементарной прессы постоянного приезда иностранных делегаций, которые ему осанну пели. Не будет бесконечного неконтролируемого потока денег и оружия. То есть в этой ситуации уже база очень сильно сократится, и окно возможностей захлопнулось уже. Отсюда и включатся дворцовые перевороты. Не зря эта встреча, как минимум, если она не произошла, но они заговорили между Залужным, Будановым и Ермаком. То есть эта ситуация очень сильно усилит внутреннее недоверие. Оно будет разогревать во власти сепаратные настроения.
Вот. Ну и, соответственно, усиление внутреннего давления в обществе, связанного с мобилизацией 18-летних, это и приведет к тому самому идеальному штурму, на котором закончится власть Зеленского. Да и не только Зеленского, я думаю, что всей вот этой вот идеологической прослойки, которая его поддерживает. И тут должна появиться сила с новой идеологией. На этом этот проект будет закончен, начнется новый, который позволит стране стать безопасной, благополучной и вернуться, скажем так, к нормальной жизни. Позвольте усомниться, ну, в начале, да, вашего комментария по этому вопросу. С одной стороны, да, мысль имеет право на существование, и можно ее даже с ней согласиться и разделять, что когда условно начнутся массовые похороны детей, 18 лет это ребенок, да, и 24 это ребенок для родителей, которые там его растили, это будет массово. С одной стороны, да, вы правы, но с другой стороны, и на этом ехала все эти 3 с лишним года вся вот эта, машина. Это же замарывание кровью. Это же чувство мести. Это же чувство, когда там вот одни родители, вторые родители, у этого убило на войне ребенка, и они хотят, чтобы у этих тоже убило на войне ребенка. У этой женщины муж погиб, да, она говорит, а что там мой погиб, за что он погиб, а твой ходит вот это вот, ухылянт, вот эти ярлыки и так далее. Это же замарывание кровью, это же вот это вот помазание и горем, и трагедией. И смотрите, тут же очень, очень важный момент. Когда это происходит, коллективное вот это бессознательное, оно тоже меняется. И абсолютно светлое, правильное устремление к миру, к нормальной жизни, но оно забывается, оно отметается. Если условно взять украинцам и завтра, вот как включить свет, да, и тараканы разбежались, да, вот взять и включить свет, а украинцы растеряются, а как можно жить в мирной жизни, потому что настолько уже и столько долго, да, столько времени все вот держалось именем войны, помазанием крови и военного положения, что обычная мирная жизнь, плюс-минус безопасная, она станет шоком. Не находите? Это невозможно по одной простой причине, что существующая идеология в государстве, вне зависимости от персоналей, она не презюмирует окончание войны. То есть она, пока существует война, существует эта идеология и это государство. И это обратно в обратной структуре предложений. Пока существует это государство, эта идеология, будет война. Как только появится альтернатива, вы не поверите, насколько быстро люди перестроятся. Потому что люди настолько устали жить в безнадеге, они уже настолько разочаровались вот в том, что сейчас происходит в словах этих лидеров, которые говорят одно, а по итогу люди, выходя на улицу, видят совершенно другое. И этот беспросвет людей очень сильно угнетает. Война очень долго уже идет. И те, скажем, лозунги и те идеи, которые озвучивала власть, они не привели ни к победе, ни к миру. Поэтому у общества уже созрел запрос на изменения. Причем на изменения не персональные, а изменения идеологии, изменения сути государства. Может быть, подсознательно, не понимая всей сложности вот этих процессов, но при этом понимая, что так дальше продолжаться не может. И продолжаясь дальше, эта ситуация с каждым днем ухудшается. Лично для каждого человека. Что касается замарывания кровью, да, это лучший способ власти. И это, конечно, будет нам давать еще долго побочные эффекты в виде гражданских конфликтов внутри, воевавшими, не воевавшими, или, скажем так, отдавших детей, не отдавших, между живыми и мертвыми. Безусловно, власть это прекрасно знала, и она сознательно на это пошла. Но, повторюсь, это все работает в той ситуации, когда нет идеи.
Когда идея есть, люди очень быстро, правильно идентифицируют врага, который привел к тому, что сейчас происходит. Из-за рубежа эта идея может появиться? Нет, нет, это внутренний кейс абсолютно. Возможно, мы не знаем еще этой силы, потому что настолько сейчас приватизирован медийный трек, что нет возможности. А если этот человек озвучивает, скажем, озвучит это в публичности, завтра к нему придут. Пока еще система работает, система подавления. Но учитывая то, что создаются сейчас предпосылки для того, чтобы система ослабевала, ее хватка была уже не такой железной, то, безусловно, будут появляться альтернативные идеи, альтернативные варианты. И тогда вы эту идею узнаете. Вы увидите, что когда, знаете, есть такое качает. Вот если оно качает, если оно зайдет, значит, это станет сразу мейнстримом и массовой идеей. Из-за границы это сделать невозможно. Из-за границы будут созданы предпосылки, но опять же они будут созданы и склонны. Если кто-то верит и надеется, что добрый дядюшка Трамп или там Макрон, или Стармер, или фон дер Ляйен сделают и принесут сюда мир безопасности и благополучия, то, наверное, даже самые упоротые за 3 года войны должны были понять, что это не так. Каждый преследует свою собственную цель, не считаясь иногда и вопреки интересам украинского народа. Еще один момент, важный, я считаю, момент, Денис. Сейчас активно, в общем, опять за неимением других вещей, на которых можно опереться, идеологических, вы много говорили об этих идеологических конструктах и власти и так далее, сейчас заходят дальше и дальше в плане запрета украинского языка, русского языка, да, и замещения украинским языком, запрета Украинской православной церкви. То есть, что-то нужно, чтобы, подпитка, да, нужна дальнейшая. Про подпитку и вот это вот, когда бросают людей в эту мясорубку и замарывают кровью, это одна история, самая сильная. Но есть же побочные вещи. Сейчас очень много высказываются люди, они вдруг появляются командиры, которые говорят: слушайте, так русскоязычные 70% воюют. Не те, которые воюют по барбершопам, ходят по студиям и вот это вот все толкают, а вот просто русскоязычные. Русскоязычные воюют с русскоязычными. Сейчас. Так есть. И они, когда вернутся условно после этой войны, они же обалдеют от того, что вы делаете. У нас новая омбудсменка. Говорит, надо запретить песни петь на русском языке. Всерьез на украинском телевидении обсуждаются. А хорошо это или плохо, если солдаты условно на передовой, когда они поют песни, они как они на русском могут петь песни? Вы что, нельзя. Есть ли таблетка, которая может излечить украинский народ от этого? И как далеко, откровенно далеко, может зайти в этом последних конвульсиях, в этой агонии власть в этих вопросах языка и церкви? Секрет в том, что власть не допустит того, чтобы они вернулись. Помните, Зеленскому задали вопрос, когда будет демобилизация тех, кто уже там давно воюет? Когда Путина победите? Вот когда победите Путина? То есть на сегодняшний момент, наверное, никогда. Поэтому власть думает, что он таким образом сильно перестраховалась. А кто, если вернется кто-то, то инвалидом. Много там инвалиды навоюют внутри. Абсолютно в этом логика железная, что вот эта тема, что вот вернутся хлопцы, вони нам тут всем покажут. Сделали так, что хлопцы не вернутся.
И война будет длиться ровно столько, сколько эта власть будет находиться у власти. И когда хлопцы вернутся, это будет уже совершенно другая идеологическая парадигма. И вопроса о языке, о культуре, о религии, оно уже стоять не будет. Оно не будет, потеряет свою актуальность. Как только уйдет власть, которая построила свой фундамент за счет разделения людей, разделения по религиозному, национальному, языковому, культурному признаку, то не будет и в актуальной повестке этих тем. То есть оно априори не должно было никогда быть актуальным. Вопросы языка, вопросы культуры, вопросы религии вообще не должны касаться государства. А регулирование должно быть максимально таким, чтобы оно исключало дискриминацию. Больше ничего государство делать не должно, только дискриминацию. И в каждой области, какой бы поделенной области, это регион или какое будет там деление. То есть эти вопросы должны решаться громадой. Ну и хорошо, у вас есть один украинский язык государственный, а громада решает, какой язык является еще официальным. В Соединенных Штатах, во многих штатах, у них нет, во-первых, в США нету государственного языка. Нету государственного языка. Есть официальные языки. Официальный язык английский. И в разных штатах есть еще там, где испанский, где французский, где дополнительный язык. И как бывали, и не булили. То есть это вопрос культуры, пожалуйста, громада выбирает себе там в штате свой парламент, и этот парламент устанавливает эти все вопросы. В Украине должно быть точно так. Эти вопросы, вопросы культуры должны решаться громадами. А государственное регулирование должно касаться только вопросов экономического функционирования вот этих религиозных установ. То есть это должна быть прозрачная оплата на существование, откуда должны платиться также налоги. То есть как обычное юридическое лицо. И никуда своими грязными лапами ни в какой устав, ни в какой монастырь государство лезть не должно. Отсутствие дискриминации и контроль за тем, чтобы религия не угрожала жизни и здоровью людей, то есть не была человеконенавистнической. Вот все регулирование, которое должно быть в этих вопросах. И так будет. Денис Ведомский был моим собеседником сегодня. Действительно, такие тяжелые времена, определенной турбулентности. Многие задумались о том, что будет со страной, что будет дальше. Я благодарю вас за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Всего доброго, друзья. Берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.